415 на месте вызова. Принято. 415 на месте вызова. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня продолжаем рубрику обзоры пожаров. Вот такой вот мне пожарчик прислали посмотреть, разобрать. Не знаю пока, что это такое. Давайте посмотрим. Переводчик Кеба. Ну-ка. Кеба, ну это, видать, название какого-то района, возможно. Давайте в описание посмотрим. Так, оператор такой-то, оператор такой-то. 20-го года, 9 ноября был пожар. Переводим. Полупостоянный пожар в доме рядом с таким-то районом. Да, суббота, 7 ноября 2020 года. В общей сложности 20 обугленных домов были охвачены. 21 пожарный на месте. То есть 21 пожарный на 20 домов. Ну, как-то маловато. Если, может быть, пожарных расчетов. Ну, короче, давайте посмотрим и разберем данный пожар. Kebakaran, Cuk. Kampung Bakti. Смотрите, что сразу вижу. Очень офигенно большая пожарная нагрузка здесь будет. Вот эти вот халупы, которые стоят, это вот когда они начинают гореть, это прям просто караул. Никакой, видите, пожарной, ну, разделки нет. Я имею в виду, что никакого расстояния между домами абсолютно ни 5 метров, ни 3 метров, вообще ничего нет. То есть в данном случае, если еще бы был бы сильный порыв ветра, был бы прям совсем караул. Вот. С одной стороны вижу вода, это как бы есть хорошо. Снимает откуда-то сверху, я так понимаю, да? С другой стороны, там даже, ну я не знаю, там может быть есть вода, вот расстояние вот здесь вот немножко не соображу, пока не вижу. То есть либо здесь тоже дорога, либо тут тоже вода, что ли. Ну давайте посмотрим дальше. Wah, habis itu mah udah. Да, вот дорога тут есть, а вот там я не знаю. Ну, да, будет проблема большая. Благо, что вода как бы под боком. Но вот здесь вот, конечно, переход огня может быть очень-очень существенным. Akbar sampai kemana panas ya? Cendol ini mah cendol tuh. Ini. Tuh. Cendol udah pulang kan? Udah. Allah Akbar. Awas. Kampung Bakti kebakaran nih. Samping Roxy. Listrik kebakar tuh. Allahu Akbar. Ну, знаете, конечно, прикольно это все дело. На крыше сидит во время поездки. Не знаю как где, но я чувствую, если бы у нас так разрешали бы ехать, нас бы... Ну, не то, что разрешали, если бы мы так поехали, то нам бы дали по такой бы шапке. Ну, потому что, как бы, ну, я вижу тут реальное нарушение требований безопасности. Кочка, не кочка, человек подпрыгнул, вывалился, упал, разбился. Я не знаю, то есть, ну... У нас так не ездят, если честно. Опасно это дело. Тем более, смотрите, ну не знаю, ветки, опять же, по лицу могут прилететь. Деревья там и так далее. Но зимой это точно так еще не поедешь, потому что обморозишься. Но, возможно, у них так можно. Возможно, это так можно. Situasi merah. Depan kantor. Интересно, что за страна. Немножко непонятно пока мне. Смотрю
ну, просто мини-мокиков этих много. Это, скорее всего, где-то какая-то Азия. Ну, может быть, дальше чуть понятнее будет. Интересные пожарные. Ну, молодцы, конечно, позитива не отнимать. Со всеми приветствуются, со всеми здороваются. Ну, почему нет? Что-то у меня тут, смотрю, качество. Понятно, автонастройка. Давайте чуть качество поднимем видео. А то что-то, смотрю, расплывчато просто. Чуть сразу не сообразил. Ну, хотя и сейчас так же, да? Я думал, на спине написано противопожарная служба, а здесь что-то... Непонятно. Да, в таких городах, это, я так понимаю, какой-то здоровый город. В таких городах вот головная боль, конечно, это проезд по улицам. Смотрите, какой трафик на улицах. Прям жуткий. И это большущая проблема для проезда специального транспорта. Опа. По-моему, тут написано Джакарта, нет? На спине. Джакарта. Это же это. Индонезия, по-моему, да, Джакарта? Столица. Ну, если я не ошибаюсь, по географии у меня, в принципе, неплохие были отметки, но вроде бы Индонезия. Прошу прощения, если я ошибаюсь. Ну, посмотрите там, пожалуйста. Подскажите, правильно, неправильно. Да, Джакарта написано. Ну, по-моему, это Индонезия. Вот, смотрите, люди, ну, короче, конечно, это караул. Смотрите, проехать по таким дорогам, люди кругом, там ходят, топчутся по-любому. Пожарный делает знаки, наверное, чтобы разошлись, не мешали. Опять же, стоят вот на коленках, на крыше. И я прям, ну, просто, честно говоря, в шоке. Если честно, ну, блин, опасное дело, опасное. Смотрите, провода вот у них висят прям практически над машинами. Короче, не знаю. Ну, конечно, не в чужой монастырь как бы со своим уставом не лезут. Ну, просто я констатирую факт, что это как-то, ну, отмечается для себя. Потому что как-то у нас не так, да? Просто жесть. Громко, конечно. Вот о чем я и говорил, да? То есть провода висят, он наклонился, чтобы его не зацепило. Ну, если честно, вот так вот же может на большой скорости и голову оторвать, если не заметит. Ну, согласитесь, опасное дело. Люди,
как-то не очень сильно пропускают пожарный транспорт. Ну, понятно, что тут столпотворение, конечно, достаточно большое. Ну, как-то можно было, конечно, прижаться и поближе или туда, или сюда. А вот у них какой-то такой расторопности нет. Ну, хотя как бы машины проезжают, вроде как бы есть, возможно проехать. Tenang bang, tenang bang, tenang, tenang bang, tenang. Но технически сейчас, ну, как бы мои были действия, да, это, понятно, тушить смысла, горящие дома уже нет, нужно спасать то, что горит справа, слева. И надо прям существенная подача воды, то есть организовать бесперебойную подачу и прямо лить со страшной силой со всех, что есть. Ну, вот я вижу, допустим, лафетные стволы установлены, да. Да, надо, допустим, часть пожарных отправить на обследование домов. Ну, задача большая, потому что дома будут гореть, я смотрю, тут много. Служба ГДЗС, там баллонов тоже будет надо немерено расход. Поэтому часть отправляет людей на спасение возможных пострадавших. Ну, а остальные должны просто дубасить, ну, с лафетных стволов, если это позволяет вода, справа налево и слева направо. Oke, tenang, tenang, tenang. Это вид с обратной стороны, да, изнутри, как они едут, я так понимаю. Те же самые действия, только с другой камерой. Main atas, main atas. Дорожная разметка прикольная, да? Двойная прерывистая. Не двойная сплошная, двойная прерывистая. Ну. Народу, конечно, ну караул, караул. Очень много. Masuk, masuk, kiri, kiri, kiri. Kiri, kiri. Ну вот это жесть, конечно, больших городов. Интересная съемка в том плане, что с различных точек это снимают, как бы общая картинка складывается воедино. Ну, достаточно интересное решение. Не знаю, откуда они это, специальные операторы у них так бегают, или это просто, ну, вот, нашли в сети и все это дело объединили. Ну, интересно смотреть. Конечно, качество съемки желает оставлять лучшего, потому что так мельтешение. Ну, понятно, никто там профессиональных операторов, скорее всего, нет, но все равно молодцы. Да, я вижу правильное решение. Единственный вариант, откуда они питаются водой, потому что сейчас лафетный ствол, если они не подключены к постоянному водоисточнику, он просто, ну, минута-две и машины не будет с таким давлением. Да, видите, Джакарта, сейчас хорошо это видно. Джакарта.
вижу, да, это получается, ну, интересное решение, конечно, подъехать с этой стороны. Я в том плане, что как подразделения пожарной службы отправляют тогда на поиски пострадавших, ну, не на лодке же. То, что встали здесь, я так понимаю, опустили всасывающие рукава, и да, с водой проблем тут не будет. А вот с поиском пострадавших немножечко мне непонятно. Возможно, еще какая-то техника или спасатели подъехали с той стороны зданий, да, работают. Ну, возможно. Ну, хотя, как бы... Ну, давайте посмотрим, не будем думать, может, увидим. Ну вот, если честно, вот сирену можно было бы отключить, да, то есть при тушении пожара, вот здесь вот это немножко раздражает, наверное, всех, вот, да, ставить проблесковые маячки включенными не вопрос, но вот эта вот сирена, она тут лишняя, конечно. Oh, gercep nih. Pinggir, oi. Oh, tapi kena nih, mantap langsung. Oh, tong semprotnya mantap ya, kencang banget ya semprotannya ya. Yang ono mah kalah no semprotannya no. Да, я вижу сильная пожарная нагрузка, видите, распространение идет и вправо, и влево. Воды надо много. Ну вот, я говорю, что единственный пока непонятный вариант, как бы все, претензий никаких особых нет, но вот непонятный вариант, а вообще поиск пострадавших идет или не идет. Ну, потому что, ну, в России, по крайней мере, основной задачей противопожарной службы есть спасение людей. Второстепенно уже техника, там жилые дома, там документы и тому подобное, да. Вот, все остальное. В первую очередь люди. Я вот не вижу работу по спасению людей. То есть, да, проливают, как бы, а все остальное я вот эту вот работу не вижу. Ну, могу ошибаться, потому что, может быть, оператор тоже на этой стороне находится, на другой стороне, может быть, и люди работают так, как должно быть. Поэтому я тут ничего не могу сказать. Просто пока не вижу, то, что не вижу, не говорю. Непонятно, кому-то что-то там усиленно кричат, то ли чтобы кто-то уходил из домов или что-то, ну, не показывают. Рай для ушей, да, сирены выключили. Стало немножко попроще. Достаточно много времени, я так понимаю, прошло, потому что, судя по видео, стало как будто как потемнее, да, то есть какой-то, ну, хороший промежуток времени прошел. Вот человек тоже сейчас, я смотрю, был, да, давай немножко вернемся. Вот, без каски, расстегнут. Я так понимаю, там ни крак, ничего нету. Но это их культура, да, их, возможно, им так можно. Но у нас бы мы получили бы по шее. Если на видеосъемке попадется, что где-то там пожарный не так обут, не так одет и так далее, это всегда чревато тем, что вышестоящие начальники могут сделать хорошие замечания в этом плане.
Вот. Ну, вообще, если честно, работа пожарного, она всегда связана с тем, что ты нарушаешь какие-то требования безопасности, потому что, ну, не всегда получается делать так, как предписано инструкцией, и приходится рисковать в определенных случаях, да, в большинстве случаев. Ну, поэтому тут я ничего не могу винить. Daerah Tanjung Sewu. Kami Prefektur Optimas. Ini dilaksanakan. Я вот еще обратил внимание, что помимо лафетных стволов, да, работают, ну, я так понимаю, скорее всего, стволы А, ну, по нашей классификации, то есть стволы с повышенным расходом воды. Ну, это логично, логично. Вода есть, все есть, почему бы и нет. Поэтому тут все пока понятно. Penyedotan. Untuk Solawon sangat bagus karena dengan penyedotan. Да, сейчас только что вот обратил внимание, посмотрите внизу, время уже 17:31, да, самая нижняя строчка. И я бы сказал так, нам бы такой ноябрь в Россию, здесь с зелеными деревьями и травой, была бы сказка. Что-то со звуком явно произошло на камере. Вот, кстати, прикольные вот эти вот автомобильчики. Не знаю, они, может быть, куб, может, полкуба объемом. Я вот замечаю в разных странах достаточно часто используются. Вот мне бы как начальнику части отдельно вот такой автомобиль бы пригодился, потому что, ну, бывает, что приезжаешь на какой-то объект, первый, в отличие от дежурного караула, ну, случаются такие иногда моменты, допустим, особенно при тушении каких-то ландшафтных пожаров, да, и вот этот автомобиль бы очень сильно бы выручил, конечно, на первоначальном этапе тушения. Прям, ну, такой, он, во-первых, маневренный, во-вторых, ну, проходимый, вот, и уже как-то можно маневрировать, делать вот эти вот все дела. Kita melakukan teknik penyedotan di sumber air. Sehingga Да, что вот мы и говорили, то есть всасывающий рукав, все, пожалуйста, воды немерено. Можно лупить со всех лафетных стволов, поэтому тут все отлично. Solambon terpenuhi. Вот, наконец-то дождались, да, этого момента, что люди пошли разбирать завалы. Остается только вопрос, делали они это во время тушения пожара тоже, либо это ждали, когда прекратилось основное тушение, да, огня. Вот это я пока не знаю. Но вижу, что пока люди без ГДЗС, без газодымозащиты
ходят. По факту, то есть, да, уже по развалинам. Ну, возможно, потому что баллонов я вообще пока еще ни у кого не видел. С сжатым воздухом, я имею в виду. Поэтому пока не знаю, как, что тут было. Но если они находятся на этой стороне, то есть, скорее всего, что и вот с противоположной стороны от реки был подход, проезд. Почему? Потому что я вижу, что вроде как даже рукав туда у человека имеется. То есть, значит, там и машина подъехала где-то. Поэтому вполне вероятно, что с обратной стороны мы просто это не увидели на видео. Работали и еще какие-то пожарные расчеты, которые, возможно, и спасали людей. Но вот это вот мы как-то не увидели. Ой! Ну, вот такое вот видео. Вот, да, вдоль реки. А вот этот вот момент я вот никак не соображу. То ли просто дома на воде стоят вдоль берега, то ли они стоят посередине реки, и с той стороны тоже речка имеется. Вот, ну, не видно, не видно. Поэтому ничего прокомментировать не могу. Ну, скорее всего, вдоль берега, мне кажется. Примыкает непосредственно к набережной, и оттуда тоже какой-то заход имеется. Интересное видео. В плане того, что машины вот такие вот пожарные я первый раз вижу. Ну, своеобразные. По-моему, японского производства, мне так кажется. Забыл я, чьи это эмблемы. Либо китайского. Либо китайского. На Хова, по-моему, что-то похоже, да, эмблемка. Но могу ошибаться, конечно. Не сильно я в китайской технике, особенно пожарной, силен. Поэтому напишите, пожалуйста, комментарии, что вы думаете об этом пожаре, что интересного увидели для себя, что необычного. Вот, кстати, вот я говорю, вот эта вот машинка очень мне понравилась. Я бы себе такую прям взял бы точно. Вот они стоят две. Вообще отлично. Смотрите, какая маленькая, маневренная. Да, воды немало, ну, вернее, мало, но она очень бы выручала. Вот, допустим, в моем подразделении бы такую машину прям я бы с удовольствием бы взял, если бы давали. Вот. Потому что мы ездим, ну, моя машина личная просто УАЗик, обычный, Хантер, если кто знает. Вот. Там бочка приспособлена, но уже самодельная, для того, чтобы 200 литров что-то там принимать, какие-то моменты, решения. Но вот здесь машина специализированная, с насосом, я думаю, прям был бы вообще отличный вариант. Все, жду вас в комментариях. Пишите, пожалуйста, что интересного вам понравилось. Я с вами прощаюсь. Обязательно рекомендуйте, пожалуйста, в комментариях, какое видео еще посмотреть, на что сделать обзор. Буду рад. Ну, пожалуйста, ставьте лайки, распространяйте видео. Буду вам благодарен. На этом все. Прощаюсь. Пока-пока.